Корпус рыболовного траулера поднялся вверх, катапультировав людей с верхней палубы вниз в Черное море. В темноте люди хватались за все, что могли, чтобы остаться на плаву, толкая друг друга под воду в безумной борьбе за выживание. Некоторые кричали, многие начали читать свои последние молитвы. Поскольку сотни людей все еще пропали после того, как перегруженное судно перевернулось в Средиземном море в июне 2023 года, показания тех, кто находился на борту, рисуют картину хаоса и отчаяния. Они также ставят под сомнение версию событий греческой береговой охраны, предполагая, что можно было бы спасти больше жизней, и могут даже указывать на вину со стороны греческих властей. Правозащитные группы утверждают, что трагедия является одновременно еще одним свидетельством и результатом новой практики незаконного возвращения лодок с мигрантами в воды других стран, что приводит к смертельным последствиям. На этом судне находилось до 750 пакистанских, сирийских, египетских и палестинских беженцев и мигрантов. Лишь 104 человека удалось спасти живыми. Журналисты взяли интервью у нескольких выживших после кораблекрушения и их родственников, все из которых пожелали остаться анонимными из соображений безопасности и опасаясь возмездия со стороны властей как в Греции, так и дома. Один из выживших из Сирии, которого журналисты идентифицировали как Рами, рассказал, как судно греческой береговой охраны несколько раз приближалось к траулеру, пытаясь прикрепить веревку для буксировки корабля, с катастрофическими результатами. На третий раз нас отбуксировали, лодку качнуло вправо, все кричали, люди начали падать в море, лодка перевернулась, и больше никто никого не видел, рассказал он. Другой сириец, которого зовут Мустафа, также считает, что причиной катастрофы стал маневр береговой охраны. Греческий капитан потащил нас слишком быстро, это было очень быстро, из-за чего наша лодка затонула, сказал он. Береговая охрана Греции неоднократно отрицала попытку буксировки судна. Официальное расследование причин трагедии все еще продолжается. Представитель береговой охраны Никос Алексиу рассказал журналистам по телефону, когда лодка перевернулась, нас даже не было рядом с лодкой. Как мы могли его буксировать? Вместо этого он настаивал, что они только наблюдали с близкого расстояния, и что изменение веса, вероятно, вызванное паникой, привело к опрокидыванию лодки. Береговая охрана Греции отказалась отвечать на конкретные запросы CNN о реагировании на показания выживших. Прямые рассказы тех, кто выжил после крушения, были ограничены из-за их опасений по поводу высказываний и отсутствия доступа средств массовой информации к выжившим. CNN взяла интервью у Рами и Мустафы возле лагеря мигрантов Малакаса недалеко от Афин, куда журналистам запрещен вход. Сирийские мужчины заявили, что условия на борту судна с мигрантами резко ухудшились за более чем 5 дней после того, как оно отправилось из Тобрука, Ливия, по пути в Италию. У них закончилась вода, и они стали пить из бутылок для хранения, в которые люди мочились. Люди умирали, люди теряли сознание. Мы использовали веревку, чтобы окунать одежду в море, и с ее помощью выдавливали воду на людей, потерявших сознание, рассказал Рами. Анализ данных CNN о морском движении в сочетании с информацией от неправительственных организаций, торговых судов и пограничного агентства Европейского Союза Frontex предполагает, что греческие власти знали о терпящем бедствии судне в течение как минимум 13 часов, прежде чем оно в конечном итоге затонуло рано утром 14 июня. Береговая охрана Греции утверждает, что люди на борту траулера отказались от помощи и настаивали на том, что хотят продолжить путь в Италию. Но выжившие, родственники и активисты говорят, что они неоднократно обращались за помощью. Ранее в тот же день другие корабли пытались помочь траулеру. Согласно данным морского движения и журналам этих судов, под руководством греческой береговой охраны 2 торговых судна Lucky Sailor и Faithful Warrior подошли к кораблю между 18 часов и 21 часа 13 июня, чтобы предложить припасы. Но, по словам выживших, это только привело к еще большему хаосу на борту. Начались драки из-за еды и воды, люди кричали, сказал Мустафа. К началу вечера 6 человек уже погибли на борту, согласно аудиозаписи, рассмотренной CNN и итальянской активисткой Навалем Суфи, которая приняла сигнал бедствия с лодки с мигрантами около 19 часов.
Связь Суфи с судном также подтвердила сообщение Мостафы о том, что люди перебежали с одного борта лодки на другой после того, как с грузовых судов передавали бутылки с водой, из-за чего она опасно раскачивалась. Захватывающие последние слова, посланные с лодки с мигрантами, прозвучали всего за несколько минут до того, как она перевернулась. Согласно графику, опубликованному неправительственной организацией Al-Ramphon, около 1 часа 45 минут ночи им позвонили со словами «Привет, мой друг. Корабль, который вы отправляете». Затем звонок обрывается. По данным береговой охраны, судно начало тонуть около 2 часов ночи. Следующим известным событием в этом районе, согласно данным о морском движении, было прибытие группы судов, начавшееся около 3 часов ночи. Суперяхта Main Queen была первой на месте происшествия, что вскоре переросло в массовую спасательную операцию. Правозащитные группы заявляют, что власти были обязаны действовать ради спасения жизней, независимо от того, что люди на борту говорили береговой охране до того, как лодка с мигрантами перевернулась. Лодка была переполнена, непригодна для плавания и должна была быть спасена, а люди доставлены в безопасное место, это совершенно ясно, заявил в интервью CNN специальный посланник УВКБ ООН по Центральному Средиземноморью Винсент Кашетель. Кашетель также указал на растущую тенденцию со стороны стран, включая Грецию, помогать лодкам с мигрантами покидать свои воды. Это практика, которую мы наблюдаем в последние месяцы. Некоторые прибрежные государства предоставляют еду, воду, иногда спасательные жилеты, а иногда даже топливо, чтобы такие лодки могли следовать только в один пункт назначения – в Италию. И это несправедливо, Италия не сможет справиться с этой ответственностью в одиночку. Выжившие, которые говорят, что береговая охрана пыталась отбуксировать их лодку, говорят, что не знают, какова была цель. По данным базирующегося в Берлине Европейского центра конституционных прав и прав человека, ECCHR, меры противодействия – это государственные меры, направленные на вытеснение беженцев и мигрантов с их территории, одновременно затрудняющие доступ к правовой и процессуальной базе. Они являются нарушением международного права, а также европейских правил. И такие меры, похоже, не остановили торговцев людьми, чей бизнес охотится на уязвимых и отчаявшихся мигрантов. Ряд греческих правительств подверглись критике за их подход к миграционной политике, в том числе за условия в лагерях мигрантов, особенно после кризиса беженцев 2015-2016 годов, когда более 1 миллиона человек прибыли в Европу через страну. Те, кто пережил это затопление, никогда не забудут этот душераздирающий опыт.